Блэкаут в Москве. В российской столице начались перебои с транспортом, а людей стали эвакуировать из торговых центров. Тем временем по всей России перестали работать интернет, сайты и онлайн-сервисы. США ввели санкции против президента и старшего прокурора Международного уголовного суда. Госсекретарь Марко Рубио обвинил МУС в угрозе американскому суверенитету и назвал его фиктивным учреждением. Дональд Трамп заявил, что США больше не планирует вести переговоры с Ираном, и заверил: Ормузский пролив открыт. В Тегеране ответили: пролив закрыт, а Вашингтон должен выполнить условия июньского соглашения. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал провести выборы даже при продолжающейся войне с Россией. В Кремле тем временем заявили, что вариант с заморозкой войны с Украиной на нынешних позициях для Москвы неприемлем. Более 1000 военнослужащих НАТО в Румынии на учениях отработали отражение масштабного наступления на восточном фланге Альянса. А астронавтка София Дено стала первой женщиной из Франции, которая вышла в открытый космос. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Москве одновременно погас свет, начались перебои с транспортом, а людей стали эвакуировать из торговых центров. Затем проблема вышла далеко за пределы столицы. По всей России начали сбоить интернет, сайты и онлайн-сервисы. Без электричества остался один из престижных районов столицы – Гагаринский, где живут представители научной и министерской элиты, актеры и преподаватели престижных вузов. Также без света остался Даниловский район и частично Замоскворечье. Посетителей торгового центра Гагаринский вывели на улицу. Без света оказался и Ереван-Плаза. В метро на некоторых станциях перестали работать эскалаторы. На оранжевой ветке возникли перебои. Останавливались трамваи. Включает свет. Пока Москва пыталась справиться с блэкаутом, россияне в других городах начали замечать уже другую проблему. Сайты и приложения переставали открываться. Сбои возникли у Ростелекома, Мегафона, Билайна, Ловит и других сервисов. Пользователи жаловались на проблемы с банковскими приложениями, социальными сетями и интернет-платформами. За короткое время сервис Down Detector получил больше 1000 сообщений о неполадках. Больше всего жалоб поступало из Москвы и Санкт-Петербурга. Но проблемы отмечали и в других регионах России. Сбой в Рунете связывают с отключением электричества на юго-западе Москвы, где расположена Московская междугородная телефонная станция номер 9. Здесь соединяются сети разных операторов, а через расположенную на объекте инфраструктуру проходит значительный объем российского интернет-трафика. Рядом находится и оборудование точки обмена трафиком МСК-9, к которой подключены сотни участников. Поэтому проблема на таком узле способна вызвать эффект домино. Перестает нормально работать один участок инфраструктуры. И одновременно начинают сбоить десятки внешне никак не связанных между собой сайтов и сервисов. Источники РБК сообщили, что после аварии часть оборудования ММТС-9 действительно осталась без электричества. РЭК.ру также подтвердил, перебои в работе его сервисов были связаны с нарушением подачи электроэнергии на крупном узле связи. По данным IT-экспертов, проблемы могли затронуть не только основное оборудование ММТС-9, но и резервные каналы. А значит, системы, которые должны подхватить трафик при аварии, тоже могли работать с ограничениями. Для обычного пользователя все это выглядело гораздо проще. Дома есть электричество, телефон показывает подключение к интернету, компьютер работает. Но банковское приложение не загружается, сайт не открывается, а привычный сервис внезапно перестает отвечать. При этом сама причина московского блэкаута пока остается не до конца ясной. Перед отключением света на улице Вавилова произошел пожар на энергетическом объекте. По кадрам СМИ предположили, что речь идет о ТЭЦ-20. Телеграм-канал 112 утверждал, что там произошел взрыв. Однако официального подтверждения этой версии нет. Московские власти объяснили случившееся иначе. В городском комплексе хозяйства заявили, что произошло кратковременное отключение отдельных потребителей из-за технологического переключения источников энергоснабжения. Там также сообщили, что электроснабжение восстановлено. Но даже после возвращения света интернет-сбой продолжал ощущаться. Пользователи еще некоторое время сообщали о проблемах с отдельными сайтами и приложениями. Сейчас основной сбой идет на спад, электроснабжение в Москве восстановлено, однако некоторые сервисы могут работать нестабильно. В США усилили давление на Международный уголовный суд. Администрация Дональда Трампа ввела санкции против президента суда Томоко Акане и старшего прокурора Абдулая Сея. О новых ограничениях заявил госсекретарь Марко Рубио. Он обвинил суд в угрозе суверенитету США и назвал его фиктивным учреждением. В прошлом месяце я начал дипломатическую кампанию, направленную на устранение угрозы со стороны Международного уголовного суда нашему национальному суверенитету. Администрация Трампа вводит санкции против президента Международного уголовного суда Томоко Акане и старшего судебного адвоката Абдулая Сея в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого суда-пародии. В честь нашей декларации независимости американцев никогда не будут отправлять за моря для суда за вымышленные преступления.
В Вашингтоне особенно недовольны расследованиями суда в отношении Израиля. Абдуллай Сей входил в команду обвинения, которая добивалась ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее Международный уголовный суд также выдал ордер на арест бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Кроме того, США критикуют суд за расследование действий американских военнослужащих в Афганистане. При этом сами США не являются участником Международного уголовного суда, созданного в 2002 году для расследования военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности. В Международном уголовном суде назвали новые санкции ударом по верховенству права. Тамако Акане еще в декабре предупреждала: американские ограничения могут серьезно нарушить работу суда и поставить под угрозу его существование. Санкции блокируют возможные активы Акане и Сея в США и фактически ограничивают их доступ к американской финансовой системе. Вашингтон разрешил завершить уже начатые операции с ними до 17 сентября. Дональд Трамп заявил, что США не ведут и не планируют переговоры с Ираном. Американский президент также утверждает, что Ормузский пролив открыт, а военно-морская блокада Ирана продолжается. С Исламской республикой Иран не ведется и не запланировано никаких переговоров или контактов. Военно-морская блокада по-прежнему действует в полном объеме. Ормузский пролив открыт и функционирует. Все морские мины удалены или подорваны. Благодарю за внимание к этому вопросу, президент Дональд Трамп. Тегеран говорит обратное. Спикер парламента Ирана и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф заявил: пролив останется закрытым, пока Вашингтон не выполнит условия июньского соглашения. Иран требует снять блокаду и нефтяные санкции, разморозить свои активы и прекратить американские военные угрозы и операции. Срок действия 60-дневного соглашения истек накануне. Галибаф также резко раскритиковал американскую администрацию. Он заявил, что Вашингтон пытается выдавить из Ирана уступки, которых не было в соглашении, а министра финансов Скотта Бессента и министра обороны Пита Хексета назвал командой клоунов. Американцы считают, что, усиливая давление на Иран, смогут добиться от него уступок, которые вообще не были частью соглашения. Бессент и Хексет действуют явно не в своей весовой категории. Хватит ждать, пока эта команда клоунов вытащит кролика из шляпы. Разберитесь с беспорядком, который сами устроили. Тем временем напряженность растет и вокруг Ирана. ОАЭ сообщили о запуске с иранской территории 2 баллистических ракет. Одна упала за пределами территориальных вод страны, вторая в ее территориальных водах. Позже Абу-Даби объявил о приостановке торговли и финансовых операций с Ираном. Тем временем посредником между Ираном и Оманом остается Катар. Маскат пытается договориться с Тегераном о правилах судоходства через Ормузский пролив. Фактически о том, как и на каких условиях суда смогут проходить через него. В Дохе заявляют: соглашение Ирана и Омана может создать условия для возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном. При этом Дональд Трамп уже пригрозил Оману военным ударом, если тот будет мешать американским операциям в проливе. Сейчас наше внимание сосредоточено на этом вопросе, на возвращении к тому, что было предусмотрено меморандумом о взаимопонимании и возобновлении переговоров между двумя сторонами — Соединенными Штатами и Ираном. Эти усилия, конечно, продолжаются. Но, как вы знаете, мы также ждем соглашения между братским султанатом Оман и Ираном по вопросу пролива, которое, как мы уже говорили, позволит нам вернуться к переговорному процессу. Мы хотели бы, чтобы события развивались в следующем направлении. Соглашение об открытии Ормузского пролива одновременно с возобновлением прекращения огня и переговоров. Сходятся эти параллельные линии или расходятся? С нашей стороны все не настолько системно, но я бы сказал, что соглашение по Ормузскому проливу значительно упростило бы нам возобновление переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. При этом под угрозой остается и само судоходство. Британское управление морских торговых операций сообщило, что сегодня неизвестный снаряд поразил судно при выходе из Ормузского пролива. 1 член экипажа погиб. Национальность судна и его принадлежность пока не раскрываются. Ормуз остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли. Через него в обычных условиях проходит около 1/5 части мировой нефти. Дональд Трамп и Джей Ди Венс по-разному расставляют приоритеты в войне с Ираном, пишет The Washington Post. Для вице-президента главное – не допустить роста цен на бензин в США. Для президента – не позволить Ирану получить ядерное оружие. Джей Ди Венс заявил в интервью Fox News: сначала Вашингтон должен сохранить доступными цены на нефть и бензин, а уже затем не дать Ирану создать ядерное оружие. Дональд Трамп ответил ему в своей социальной сети: цель номер 1 и всегда будет, чтобы Иран ни при каких обстоятельствах не получил ядерное оружие. В Белом доме отрицают разногласия и говорят, что обе задачи важны. Но для республиканцев рост цен становится серьезной проблемой перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Средняя цена бензина в США уже превысила $4 за галлон. При этом война не заканчивается, а Ормузский пролив
остается закрытым для нормального судоходства. Поэтому Вашингтону приходится одновременно думать о военной цели и о том, как конфликт отражается на ценах и американских избирателях. Израиль нанес 8 авиаударов по авиабазе Абу-Духур в сирийской провинции Идлиб, недалеко от границы с Турцией. Под удар попали взлетная полоса и складские помещения. Погибших и пострадавших, по данным сирийских источников, нет. Позже Израиль подтвердил удар. Власти страны заявили, что действовали из-за планов разместить на базе турецких военнослужащих. В Израиле считают, что усиление Турции в Сирии создаст новую угрозу для его безопасности и ограничит свободу действий израильской авиации. При этом Турция не подтверждала, что собиралась размещать войска именно на этой базе. Анкара осудила израильские удары как нарушение суверенитета Сирии. Сирийские власти также осудили атаку. Вашингтон назвал ее «ненужной эскалацией». США после удара начали создавать канал связи между Израилем, Турцией и Сирией, чтобы предотвратить прямое столкновение между военными трех стран. Абу-Духур не используется как полноценный военный аэродром с 2013 года. Во время гражданской войны база несколько раз переходила под контроль правительственных сил и вооруженной оппозиции. После свержения Башара Асада в конце 2024 года объект перешел под контроль новых сирийских властей. Сирия обнаружила ядерный материал на засекреченном объекте. Власти страны уверяют, он не опасен, но теперь его использование будет контролировать Международное агентство по атомной энергии. 17 июля мы направили официальное сообщение в МАГАТЭ, чтобы сообщить, что обнаружили ядерный материал на одном из объектов, местонахождение которого не раскрывается. Этот материал не представляет опасности и останется под контролем Сирии при условии предоставления агентствам соответствующих гарантий. Сирия сохраняет свое законное право использовать этот материал в гражданских и мирных целях в соответствии со своими национальными интересами и международными обязательствами. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, специалисты агентства уже получили доступ к месту, где нашли материал. Для Сирии эта история особенно важна из-за ее прошлого. В 2007 году Израиль уничтожил на востоке страны объект, который подозревали в строительстве секретного ядерного реактора. При прежнем руководстве Сирия отрицала военную ядерную программу. После свержения Башара Асада новые власти обещают сотрудничать с МАГАТЭ и открыть доступ к объектам, связанным с ядерной деятельностью. Теперь агентству предстоит выяснить происхождение найденного материала и убедиться, что он действительно используется исключительно в мирных целях. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги встретился в Эр-Рияде с главой президентского руководящего совета Йемена Рашадом Аль-Алими. Главной темой стала безопасность судоходства на фоне продолжающихся атак хуситов. Аль-Алими попросил Токио усилить поддержку береговой охраны Йемена. В частности, помочь с подготовкой специалистов, наблюдением за морской зоной, поисково-спасательными операциями и борьбой с контрабандой. Япония уже оказывает Йемену помощь в сфере здравоохранения, образования и продовольственной безопасности. При этом йеменский лидер заявил, что ситуация с безопасностью в стране ухудшается. По его словам, хуситы продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру, порты и коммерческие суда. Для Японии безопасность этого маршрута особенно важна. Через Красное море проходит один из ключевых торговых путей между Азией и Европой. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал найти возможность провести выборы даже при продолжающейся войне с Россией. Об этом он заявил в видеообращении 18 августа. Демократия не может быть заложницей России. Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях продолжительной войны. Мы столкнулись с системным кризисом государственного управления. Старая система слишком часто живет по собственным правилам. Она защищает себя, боится перемен, медленно принимает решения и может наказывать за инициативу, одновременно поощряя лояльность. По словам Федорова, если война продлится еще год или больше, Украине нужен механизм, который позволит сохранить полноценный демократический процесс. Он отметил, что для этого необходимо обеспечить голосование военнослужащих, украинцев за рубежом и жителей прифронтовых регионов, а также безопасность выборов и доверие к их результатам. Сейчас украинское законодательство запрещает выборы во время военного положения. Федоров стал первым крупным украинским политиком после начала полномасштабной войны, публично призвавшим искать механизм для их проведения. 35-летний Федоров был давним союзником Владимира Зеленского. В июле его неожиданно освободили от должности министра обороны спустя 6 месяцев после назначения. Офис президента Украины заявление пока не прокомментировал. Владимир Путин встретился в Москве с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Это его первый визит в страну, не граничащую с Мьянмой после вступления в должность в апреле. Главные темы – энергетика, оборона, торговля и безопасность.
Путин заявил, что Москва обсуждает с Нейпидо строительство нефтеперерабатывающего завода, добычу углеводородов и поставки российского сжиженного природного газа. Стороны подписали несколько документов, в том числе в энергетической сфере. Россия также расширяет военно-техническое сотрудничество с Мьянмой. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности. На этой встрече мы сможем обсудить все возможные соглашения по расширению отношений между нашими странами. Благодаря поддержке России и лично вашей поддержке мы добились многих результатов на международной арене, и я хотел бы отметить, что нам по-прежнему предстоит проделать определенную работу, чтобы достичь поставленных целей. Еще один вопрос – трудовая миграция. Москва и Нейпидо обсуждают увеличение числа работников из Мьянмы. Российские предприятия уже привлекают оттуда сварщиков и строителей, в частности, в Приморский край и Амурскую область. Мин Аун Хлайн, бывший генерал, возглавивший военную хунту после переворота 2021 года. Запад ввел против него санкции, тогда как Россия и Китай поддерживают отношения с мьянманскими властями. Ранее Москва и Нейпидо также договорились о строительстве небольшой атомной электростанции в Мьянме. Москва пригрозила Лондону последствиями за использование британского оружия в украинских ударах по российской территории. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, если британские беспилотники действительно применяются для дальних атак, Россия вправе считать Великобританию непосредственным участником войны. Поводом стал материал газеты The Times о том, что украинские военные впервые использовали британские беспилотники для ударов по целям в глубине России. При этом британская Минобороны не подтвердила, что речь идет именно о поставленных Лондоном беспилотниках. Это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана. Если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность, мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями. Ранее российское посольство в Великобритании уже заявило, что Лондону придется отвечать за поставки вооружений Украине и предупредило о последствиях. В ответ британский премьер-министр Энди Бёрнам заявил, Великобритания продолжит поддерживать Украину на 100% и не изменит свою позицию из-за российских угроз. Россия не собирается останавливать боевые действия против Украины там, где сейчас проходит линия фронта. В Кремле заявили, что вариант с самозаморозкой конфликта на нынешних позициях для Москвы неприемлем. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Он подтвердил позицию Москвы, отвечая на вопросы о предложениях иностранных государств прекратить войну по нынешней линии соприкосновения. При этом в Кремле пока не называют дату возможного визита в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Ушаков заявил, что встреча требует подготовки и согласования. Задайте столько вопросов по поводу этой поездки, как будто речь идет о приезде родственников откуда-то там из Калуги в Москву. Понимаете, это же серьезная международная встреча. Она требует подготовки, согласования. Так что, когда будет она вырисовываться, да, мы вам об этом заявим. Пока ничего. Пока ничего. Ранее сообщалось, что представители Дональда Трампа могут посетить Россию и Украину в августе. Однако поездка в Киев пока не подтверждена. Ушаков также прокомментировал сообщения о непубличных контактах Москвы и Вашингтона. По его словам, переговоры не обязательно должны проходить публично. Если о них начинают подробно рассказывать, это уже скорее публичная политика, чем дипломатия. Ранее Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к разговору с Уиткоффом и Кушнером. При этом российский министр говорил, многое будет зависеть от того, какие предложения американские представители привезут в Москву. Около 1300 военнослужащих НАТО из нескольких европейских стран отработали отражение масштабного наступления на восточном фланге Альянса. Учения Eagle Spearhead прошли у города Чинку в Трансильвании. По сценарию маневров противник наступал одновременно с юга и востока и пытался захватить район Чинку. Остановить его должны были подразделения Франции, Румынии и Италии. Военные использовали танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, отрабатывая действия в составе многонациональной боевой группы. Это главное учение в рамках нашей ротации. Оно называется «Острие Орла». В нем задействованы все компоненты боевых сил. Около 1300 военнослужащих из разных стран. В учениях участвовали несколько боевых групп 4-го уровня. Мы отработали тактическую ситуацию, в которой противник наступал с юга и востока и должен был захватить район Чинку.
Наша боевая группа, в которую также вошли румынские и итальянские военнослужащие, должна была остановить эту группу. Поэтому основное сражение проходило в Чинку. Учения проходят на фоне предупреждений стран восточного фланга НАТО о возможной российской атаке. Румыния при этом имеет общую границу с Украиной. В Москве такие заявления называют страшилками и отрицают намерение нападать на страны Альянса. В испанском анклаве Сеута начали строить временный лагерь для мигрантов. Существующие центры уже не справляются с потоком людей. Военные и рабочие устанавливают палатки, душевые и санитарные блоки. Всего власти планируют открыть 4 временных площадки на 1500 человек. Сейчас в Сеуте остаются от 5 до 8 тысяч мигрантов. 2 недели назад анклав столкнулся с массовым наплывом. Границу пересекли более 72 тысяч человек. Большинство позже добровольно вернулись обратно. Те, кому не хватило места в центрах размещения, живут прямо на пляже Эль-Трамполин, в самодельных убежищах из бамбука, спасаясь от сильной летней жары. Я хочу работать здесь с медсестрами. Хочу получить хорошую возможность и повысить свою квалификацию. Да, хочу улучшить свои навыки. Здесь лучше. Мне больше нравится это место, потому что я смогу нормально спать, нормально есть и заниматься разными делами как следует. Наша жизнь изменится, причем сильно. Надеюсь, все будет хорошо и никаких проблем не возникнет. Сеута остается одним из немногих участков сухопутной границы Европейского Союза с Африкой. Испанские власти усилили контроль на побережье и установили дополнительные камеры и буи после массового перехода границ. Астронавтка София Дено стала первой женщиной из Франции, совершившей выход в открытый космос. Она вместе с астронавтом НАСА Анилом Миноном работала за бортом Международной космической станции. Астронавты должны были заменить антенну, которая обеспечивает связь станции с Землей и передачу данных между МКС и Центром управления в Хьюстоне. А Дено перемещалась по внешней поверхности станции с помощью роботизированного манипулятора Канадарм. Во время работы возникли задержки, а заменить антенну полностью не удалось. В итоге астронавты закрепили неисправную антенну и вернулись внутрь станции. Несмотря на незавершенную замену, выход стал историческим для французской космонавтики. Розовое платье, огромный бант и блеск бриллиантов. Мэрилин Монро снова выходит на сцену, только теперь в миниатюре. К столетию со дня рождения актрисы компания Mattel выпустила коллекционную Барби в ее знаменитом образе. Наряд повторяет костюм Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Того самого, где актриса исполнила легендарный номер «Бриллианты. Лучшие друзья девушек». Это уже 7-я Барби, посвященная Мэрилин. Первую выпустили еще в 1997 году. И спустя почти 3 десятилетия голливудская икона снова оказалась в розовой коробке. Мэрилин Монро родилась под именем Норма Джин Мортенсон в Лос-Анджелесе в 1926 году и прошла путь от детства в приемных семьях до мировой славы. Ее романы и браки с бейсболистом Джо Димаджо и драматургом Артуром Миллером постоянно попадали на первые полосы газет. Ей также приписывали роман с президентом Джоном Кеннеди. Монро умерла в возрасте 36 лет, но и сегодня остается одной из главных звезд Голливуда. Купить новую Барби можно с 18 августа за $81.